Будущий 11-й турецкий султан Селим II родился в 1524 году в Стамбуле в семье Сулеймана Великолепного и Хюррем Султан. Как и все султанские наследники, он получил прекрасное образование, обучался иностранным языкам, точным и гуманитарным наукам. В юности он никем не рассматривался как вероятный претендент на престол. Султанский трон ждал кого-то из его старших братьев – Мустафу или Мехмеда. Селим вел дворцовый образ жизни и не особо задумывался о своем будущем. За спиной у властного отца и мудрой матери он вырос добрым, беспечным и бесхарактерным человеком. И именно такому человеку суждено было стать 11-м султаном Османской империи. В 18 лет по традиции Селим был отправлен Санджакбеем в Конью обучаться на практике управлению страной. Но спустя 2 года от оспы в Манисе умирает Мехмед. Все были уверены, что султан назначит Санджакбеем Манисы Мустафу, но тот к этому времени уже был в опале у отца, и султан назначает Селима Санджакбеем Манисы, а Мустафа остается Санджакбеем Амасии. Еще один брат Шахзаде Баязид был отправлен в Кютахью. По законам тех времен султаном становился не старший сын, а самый влиятельный среди них. Маниса находилась ближе к столице, чем Амасия и Кютахья, и шансы Селима занять трон в случае смерти отца стали больше, чем у братьев. Султан начал выделять Селима среди остальных сыновей. Об этом говорит тот факт, что в 1548 году Сулейман, отправившийся во главе османской армии в поход на Персию, оставил Шахзаде Селима регентом в Стамбуле. Это сильно добавило нервозности в отношениях между братьями. В 1553 году Мустафа был казнен по обвинению в государственной измене. После этих роковых событий султан Сулейман официально назначает Селима первым наследником престола. У Селима было множество наложниц, но самой главной женщиной в его жизни стала Нурбану. Принято считать, что она происходила из 2 венецианских знатных семей. Ее отцом считается губернатор Паруса Николо Виньер, а матерью Виоланта Баффа. Когда девочке было 12 лет, на остров напал османский адмирал Хайраддин Барбаросса. Адмирал разграбил остров и пленил часть его жителей. В число пленниц попала и юная Нурбану. Поскольку девушка обладала привлекательной внешностью, она была подарена или продана в гарем Шахзаде Селима. Нурбану была единственной любимой наложницей Селима на протяжении 14 лет. Она родила Селиму сына Мурада, который станет 12-м султаном Османской империи, и 4 дочерей. После восшествия на престол Селим начнет приглашать в свои покои других наложниц, и в результате этого у него родится, по разным данным, еще от 6 до 9 сыновей. Но, несмотря на это, Нурбану сохранила большое влияние на Селима до конца его жизни благодаря своей красоте, незаурядному уму и хитрости. Она умело манипулировала слабостями султана и мастерски плела дворцовые интриги. Для того, чтобы выжить и удержать власть в гареме, ей пришлось пройти тернистый путь, устраняя конкурентов, совершая аморальные, а порой и кровавые поступки. После казни Шахзаде Мустафы Селим официально стал главным наследником престола. Шахзаде Баязид становится 2-м в очереди на султанский трон. К этому времени султан Сулейман уже был в возрасте, у него все чаще случались приступы подагры. От боли он падал в обморок прямо на военных совещаниях. Время перемен для сыновей султана приближалось, и между братьями началось ожесточенное соперничество. Пока жива была Хюррем Султан, ситуацию удавалось держать на контроле. Однако после смерти матери в 1558 году отношения между братьями сильно обострились, и уже ничего не могло их сдерживать от открытого противостояния. Султан Сулейман, опасавшийся государственного переворота, отправил обоих сыновей управлять удаленными от Стамбула провинциями. Шахзаде Селим был переведен из Манисы в Конью, а Шахзаде Баязид был отправлен в Амасию. Шахзаде Баязид хорошо осознавал, что пока жив его старший брат Селим, трона ему не видать.
Но главным его страхом был закон Фатиха, согласно которому новый султан обязан был убить всех своих братьев и их сыновей. Баязид начал собирать армию. Он был фаворитом у янычар, которым он напоминал своего отца и от которого, по их мнению, унаследовал лучшее качество натуры. К армии Баязида присоединились бывшие сторонники казненного Мустафы. Он с легкостью набрал 30 тысяч воинов и выдвинулся в Конью против своего брата Селима. Узнав об этом, султан Сулейман расценил это как бунт против себя лично. Он объявил Шахзаде Баязида мятежником, запросил фетву на его казнь и отправил армию в помощь Шахзаде Селиму. Войска братьев встретились недалеко от Коньи. Армия Селима, благодаря отцовской поддержке, обладала численным превосходством. Да, и вооружены они были значительно лучше. Именно это решило исход битвы между братьями. Баязид с огромными потерями отступил в Амасию. Ему ничего не осталось, кроме как бежать за границу. Он и 4 его сыновей находят укрытие у сафавидского шаха Тахмаспа, но ненадолго. Шах Тахмасп выдает Баязида семьей османскому государству. 25 сентября 1561 года по приказу султана Сулеймана Баязид и 4 его сына были задушены. Баязиду было 36 лет, а его старшему сыну 16. Чуть позже в Бурсе был казнен и 5-й сын Баязида, которому было всего лишь 3 года. В сериале «Великолепный век» нам показали, что Селим лично дал приказ казнить брата. Было ли так на самом деле? Я думаю, что нет. Без указания отца Селим ничего сам не делал. Он был безобидным и слабохарактерным человеком. И в первую очередь, благодаря этим качествам, султан выбрал его себе в главные преемники. Сулейман был властолюбив и постоянно подозревал свое близкое окружение в заговоре с целью свергнуть его с трона. После казни Баязида Шахзаде Селим остался единственным наследником престола. В 1566 году в возрасте 42 лет Селим становится 11-м султаном Османской империи. Селим не особо интересовался управлением страной и большую часть времени проводил во дворце. В народе его наградили прозвищами «светловолосый» и «пьяница» из-за пристрастия к вину, которое с точки зрения Корана расценивалось как злоупотребление. Тем не менее, пьяница в прямом смысле слова он не был. Во время его правления всеми государственными делами руководил его зять великий визирь Мехмед Соколу-Паша. Он был женат на дочери Селима Эсмихан, а разница в их возрасте составляла 40 лет. В стране процветало взяточничество и коррупция. Османская империя вела войны с Персидской империей сефевидов, Венгрией и Священной Лигой, союз Испании, Венеции, Генуи и Мальты. Было удачно завершено завоевание Аравии и Кипра. Правление султана Селима II продлилось всего лишь 8 лет. Он ушел из жизни при странных обстоятельствах 13 декабря 1574 года. По основной версии, он поскользнулся в бане и, упав, сильно ударился головой об мраморный пол. На следующий день на рассвете он умер. Умная и хитрая Нурбану Султан вместе со своим зятем великим визирем Мехмедом Соколу спрятали труп Селима в ящик со льдом. Смерть султана нужно было держать в строгом секрете до прибытия из Маниса сына Селима и Нурбану Мурада, который служил там санджакбеем. Мурад добрался до Стамбула через 8 дней после смерти отца и сразу же направился в тронный зал, где великий визирь Мехмед Соколу провозгласил его новым султаном. Ночью того же дня все остальные сыновья султана Селима II от других наложниц по закону Фатиха были казнены. Самому старшему из них было 8 лет. Когда мать одного из этих шахзаде узнала о смерти сына, она покончила жизнь самоубийством. Селима похоронили в мечети при соборе Айя-Софья. Рядом с ним покоится его любимая жена Нурбану Султан. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много всего интересного.